Добрый день, дорогие друзья! Этот ролик приурочен к небольшому событию. Мой канал пересек рубеж в 200 тысяч подписчиков. На канале больше 100 роликов, некоторые из них миллионники, но есть десяток роликов, которые не попали в топ, но многим понравятся. Ссылки на полные версии этих роликов будут в описании под видео и в закрепленном комментарии. Итак, поехали! Часы с обратным ходом. В ролике пошагово показано и рассказано, как из обычных часов с шаговым механизмом сделать часы с обратным ходом. С плавающим механизмом часы не годятся. К видео приложен макет трафарета с логотипом моего канала, который можно распечатать в ближайшей студии печати. Часы куплены в магазине Fix Price за смешные деньги. Хочу отметить, что механизм обратного хода в Китае стоит раз в 10 дороже, чем часы целиком из этого магазина. Bluetooth-колонка из угольного утюга. Помимо оригинального корпуса, у этой самоделки есть пара фишек. Вместо привычной кнопки включения я использовал ртутный выключатель, который запускает колонку, когда поднимаешь крышку или ставишь утюг на попа. Выключается колонка, когда опускаешь крышку или утюг на подошву. Маленький дискошар расширяет возможности колонки и делает ее сказочной. Такие утюги продают на барахолках за копейки. В ролике был показан и процесс полировки. Как надуть стеклянную бутылку. Ничего подобного на YouTube пока нет. В этом видео я показал, как в домашних условиях без специальной печи можно превращать стеклянные бутылки в уникальную посуду и различные поделки, которые в Европе стоят немалые деньги. Бонусом я раздул несколько стеклянных бутылок, увеличив объем в несколько раз. Травление и пескоструйная обработка стекла. В этом ролике я показал, как делать травление металла с помощью обычной соли и зарядного устройства от старого телефона, а также делал пескоструйную обработку стекла и металла. Тема очень интересная и актуальная для тех, кто любит делать уникальные сувениры и подарки своими руками. Детский бездомик. Классная развивающая игрушка, которую я сделал на день рождения своей внучки. Я переживал, что в скором времени что-то сломается, но за 1,5 года самым слабым звеном оказалась китайская Bluetooth-колонка, у которой с корнем было оторвано зарядное гнездо. Вместо зарядного гнезда пришлось встроить отдельно модуль зарядки. Еще периодически теряются ключи от замков. С домиком и в домике внучка любит играть и по сей день. Реставрация тисков. Тиски были безнадежно испорчены. Но поскольку это память, они достались мне от моего деда, я их восстановил. И сейчас они частенько мелькают в моих видео. После сварки стараюсь их сильно не нагружать. А недавно купил более мощные тиски, о которых тоже будет видео, и в скором времени будут также украшать мой гараж. Реставрация топоров. На тему травления металла это мой любимый ролик. В этом видео я делал травление металла с помощью хлорного железа и соли с электричеством. Главной фишкой этого ролика было двухслойное травление металла. Топоры получились действительно очень красивые и уникальные. Садовые светильники. В этом видео я сделал два варианта светильников, которые могут украсить не только ваш сад или двор. Правильнее было бы сделать два ролика, но это был своего рода эксперимент. И те, и другие светильники в сочетании с живым огнем завораживают. И тоже иногда мелькают в других моих роликах. Точечная сварка. Для меня это был один из сложнейших проектов, на который ушло больше времени, чем я ожидал. Но все затраты оправдались. Моя контактная сварка может варить до 6 мм металла. Несмотря на то, что я выложил в открытый доступ чертежи и схемы, видео не попало в топ. А зря. Вещь реально полезная. И наконец 10-й ролик про самоделку из стальной бочки. Видео свежее, но уже видно, что в топ не войдет. Сама по себе самоделка простая, за исключением того, что при окраске использовал нестандартную технологию, отчего кресло смотрится очень богато. А благодаря тому, что спинки и сидушка сделаны под наклоном, сидеть в них очень удобно. Сами по себе кресла безопасные,
Но если дома есть дети, рекомендую одеть П-образный уплотнитель на кромке спинок. Порезаться о кромку спинки не порежешься, но рассечь при падении лоб, думаю, можно. На самом деле 200 тысяч подписчиков не единственное событие в мае. Год назад и тоже в мае на мой канал подписалось 100 тысяч человек. Кнопка тогда пришла где-то в июне, и сегодня я впервые показываю ее вам. Отчасти это заслуга моих подписчиков, спасибо им за это. А также спасибо всем за комментарии, которые мотивируют на создание хорошего видеоконтента. На этом все, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Не забудьте поставить лайк или дизлайк и подписаться на мой канал.